такая у нас получается роза по внешнему краю. И теперь мы будем переходить к созданию объемных лепестков. Я бы сначала хотела объяснить, как изначально я вижу плоский рисунок. Значит, я вижу, да, внешний край, и потом я начинаю смотреть вовнутрь розы. И здесь я понимаю, что вот этот лепесток вывернут, да, как будто бы наружу. Этот лепесток, он тоже вывернут наружу. И все остальные в центре как бы складываются. Вот здесь, наоборот, он закругляется, да, то есть мы его видим выпуклым. Вот другие лепестки, они выпукло лежат, да, и другие, которые выше, они развернуты. Значит, как нам понять, какими у нас все-таки должны быть эти лепесточки? Мы берем бумагу, прикладываем к нашему рисунку и приблизительно прикидываем, какой этот лепесток должен быть, чтобы он у нас выглядывал немного через... То есть мы предполагаем, да, что за что-то он должен пришиться. Потом какая-то часть этого лепестка должна выйти наружу, выгнуться. И так, чтобы она и не перекрыла самый нижний лепесток. Мы вот так приблизительно рисуем и вырезаем. Это не конечный, да, лепесток, который у нас будет в итоге получится. То есть это мы только присматриваемся, примеряемся, как нам лучше это сделать. И вот мы должны оставить такую выточку, чтобы он мог у нас сложиться и вывернуться. Если мы этого не сделаем, то мы вряд ли его так выгнем. У вас тогда будет скомкана там ткань, и лепесток у вас просто не сможет выгнуться так, потому что пайетка, она плотная. Это у вас не из нитей будет лепесток сделан. И здесь нам нужно предусмотреть, что где-то нам нужно сделать выточку, то есть согнуть его, чтобы он смог у нас держать форму. Но здесь я вижу, что он слишком у меня получился длинным, то есть многовато. И также я вижу, что мне не хватает немного длины, то есть он должен быть у меня ну как бы шире. Я его потом немного обведу и расширю. Здесь тоже я делаю небольшой, да, зазор на то, что мне нужно будет вывернуть этот лепесток и потом пришить еще. И так нужно научиться видеть любой цветок, то есть любой объем, с каким бы мы ни работали, мы его вот таким образом можем прорабатывать. Я не знаю, как кто-то другой, да, работает с такими композициями, но это именно мой алгоритм действий, как я вижу цветы, как я их всегда создаю. Если у вас не совсем есть понимание этого, ну или вот вы теряетесь, когда видите плоский, да, вот рисунок и не понимаете как, тогда я рекомендую открывать фотографии прямо цветов и долго на них смотреть, понимать, как этот объем смотрится, стараться именно насмотреться на живой цветок, чтобы потом его воспроизвести и понять, как же вам нужно этот лепесток сформировать потом, чтобы он был максимально живым, максимально натуральным. И это у нас будет внешний лепесток, он самый такой крупный во втором бутоне, но я его, кстати, не использовала, потому что вы увидите потом дальше, я взяла
пайетки, кюветки, и я развернула выпуклой стороной, и он потом у меня просто не смотрелся, он не гармонировал. Поэтому я его даже не вышивала, я его убрала и скомпоновала по-другому. Вы можете потом дальше посмотреть, как я сделала. Может быть, вы тоже не будете его вышивать, то есть там дальше посмотрите. Можете сразу даже его не вышивать, чтобы не делать лишнюю работу. Но здесь у нас все равно должен быть, да, лепесток, который перекрывает, и под него дальше еще вниз ложатся лепестки, и он как бы сверху создает вот этот объем. Далее у нас идут раскрытые лепесточки, то есть нам нужно создавать эффект здесь вывернутости, да, наоборот, что у нас вывернут этот лепесток изнутри, он как будто бы оттуда выглядывает и создает такую игру, да, формы. Старайтесь всегда, чтобы цветы у вас, даже если вы делаете по задумке у вас плоский цветок, но чтобы были видны очертания каждого лепестка, чтобы каждый из них был с понятной формой, с переходами цвета, потому что мы знаем, да, что когда цветок глубже, лепесток уходит к серединке, он может быть более темнее, на него как-то может по-другому цвет падать, и поэтому мы все это должны учитывать. Теперь смотрите, вот здесь вот эти два лепестка, я их по ошибке, когда делала тамбур, я их вышила зеленым цветом, а они должны быть красными. Вот они, зеленые, поэтому я их распустила и переделала в красный цвет. Просто чтобы потом не потеряться, не забыть об этом. И точно так же я и их прорисовываю, вот эти два лепестка, я тоже их прорисовываю, как они должны быть в объеме. И за счет того, что у нас в каждом лепестке будет вшита проволока, за счет этого край будет подвижным. Мы его сможем формировать, мы сможем выгибать, то есть так, как нам будет это необходимо в каждом цветке, то направление, которое нам необходимо будет задать, мы сможем это сделать и придать нужную нам форму. Далее, после того, как вы вырезали все лепесточки, нам нужно сделать такой макет, как бы набросок, да, мы должны понять, будет оно у нас все-таки смотреться или нет. И вот здесь, на вот этом макете, мы продолжаем корректировать. Вот здесь у меня не хватает немного, видите, он у меня не закрывает немного ту часть, которая там сбоку, поэтому я прорисовала еще раз, вырезала и задаю снова, да, вот форму, формирую и смотрю, как будет у меня смотреться после того, как я доработала. Я вам добавила рисунок, который вы просто можете распечатать и взять эти лепестки готовые. Но что бы я рекомендовала вам, все-таки не печатать тот готовый вариант, который я вам уже даю, а попробовать поработать именно с этими объемными лепестками самостоятельно, для того, чтобы вы научились это делать все-таки, и чтобы вы могли сделать не только эту розу, а чтобы вы могли сделать любой цветок, с каким бы вы вообще не работали, потому что принципы, они остаются такими же, они ничем не будут отличаться
от того, как мы делаем розу, и, например, как там можно делать пион или там лилию какую-то, ну, любой абсолютно цветок мы можем делать, используя этот алгоритм действия. Также еще хотела сказать, что, конечно, в лепестках цветов мы можем использовать с вами не только пайетки, то есть это могут быть и бисерные лепестки, это могут быть и просто вышитые нитками, да, и мы можем миксовать что-то, и бисеропайетку, то есть тут уже ваша фантазия, как вы их захотите сформировать и сделать, из чего. Также может быть просто, например, сеточка по краю, проволока, и внутри эта сеточка немного там реденько как-то заполнена теми же пайетками или бисером, чем-то таким. Вот, поэтому это уже не столь важно. Важно понять, как создавать именно эту форму, чтобы она смотрелась у вас реалистичной. Также я прошу обратить внимание на то, как вы будете, когда вы будете подбирать цвет самих материалов. Это тоже немаловажно для внешнего круга, да, вот плоского. Это может быть один тон пайеток или материалов. Для внутреннего круга это может быть уже другой тон материалов, то есть он может быть более темным. И здесь я хотела бы обратить ваше внимание, что все лепестки я пронумеровала. Они все пронумерованы, и вы можете понимать, как их размещать уже на самой работе. Единственное, что когда вы будете вышивать, я рекомендую также их дальше нумеровать, рядом бумажки какие-то подкладывать, чтобы вы просто понимали, где какой лепесток, и не запутывались. Вот. И еще тоже я рекомендую вам на этом этапе прислать фотографию, когда вы вышьете внешний круг и сделаете макет из бумаги. Вот такой, как у меня сейчас макет. И я рекомендую вам прислать мне фотографию, чтобы понимать, насколько правильно, неправильно, что у вас получается. Может быть, где-то нужно подкорректировать форму. И здесь, смотрите, я вот приложила лепесток, и дальше можно увидеть, что я еще дополнительно по краю добавляю, потому что если не добавить, он будет довольно-таки узким. И когда мы его выгнем, то у нас будет виден низ. И поэтому нужно немного увеличить. Обращайте на это внимание, чтобы, понимая, да, что у вас выгибается цветок, лепесток, он приподнимается, вот, и что у вас там происходит внизу, видно, не видно, как выглядит ваша работа, если, например, это будет вышивка, а у нас эта роза будет дальше аппликацией, и она будет идти на платье вертикально. Поэтому мы же понимаем, да, что у нас с разных ракурсов будет видна работа. И поэтому нигде не должно быть каких-то лысых участков, которые будут видны там сверху, снизу или по бокам. То есть мы это все должны с вами учитывать. И так я прорабатываю каждый лепесточек.
Конечно, на бумаге понятно, что мы с вами не можем задать эту форму, да, приподнять ее так, как это будет у нас с проволокой. Но, тем не менее, все равно мы же понимаем, что мы чуть-чуть подогнем, и потом все будет так, как нам необходимо. Это довольно-таки кропотливый процесс. А, Когда мы работаем с новым цветком, если у нас нет отработанной схемы, нет отработанной выкройки цветка, то это довольно-таки кропотливо, это занимает достаточно много времени. Но, тем не менее, это очень интересно, и всегда интересно добиться именно передачи в цветах очень близкой к реальности, да, то есть не создать цветок, который будет имитировать. Ну, понятно, что мы не можем совсем, да, передать с вами настоящие цветы, потому что они уникальны, но все равно как можно ближе приблизиться мы можем. Хотя, если даже там брать те же цветы из шелка, из ткани, то, конечно, они очень реалистично выглядят. С пайетками, с бисером это немного сложнее сделать, потому что сама по себе фурнитура, она уже не настолько выглядит натуральной, да, как, например, можно сделать это из ткани и цвет передать, и фактуру приблизить. Но, тем не менее, это то, к чему мы должны в каждой своей такой работе стремиться. И вот так я постепенно, видите, формирую, то есть лишнее я что-то срезаю. Я смотрю, как этот лепесточек выходит. То есть вот так постепенно мы все это делаем, корректируем. И дальше я вырезаю следующий лепесточек. И сейчас тоже буду его выкладывать и смотреть, как лучше сделать.
заканчиваю. И дальше буду уже переходить к переносу этих лепестков на ткань и вышивать.